Привет! Процессорам Coffee Lake уже полгода, и все это время мы ждали доступные чипсеты. Intel скормила нам топовый Z370, материнки на котором и стоят дороже, да и нужны далеко не всем. И вот материнские платы на новых H310, B360 и H370 начинают сыпаться как из рога изобилия. Понятно, что самое вкусное мы уже видели в Z370, так что удивить нас вроде бы сложно. Но у MSI получилось. B360 Gaming Plus меня удивила. Во-первых, материнская плата говорит прямо: купи меня, со мной можно майнить, у меня есть возможность подключения целых 7 видеокарт. Даже есть дополнительное 6-пиновое питание для стабильной работы PCI Express. Хотя, признаемся честно, для этого есть более доступный вариант в виде плат на чипсетах H110 и H210, для которых и процессоры намного дешевле. Маркетинг? Вторым приятным моментом является возможность подключения аудиосистем 7.1. Вам покажется это странным, но в ценовом диапазоне около $100 немногие материнские платы на чипсете B250 могут этим похвастаться. Причем аудиотрак аналогичен тому, что мы видели в платах на Z370. Он способен раскачать наушники с сопротивлением до 600 Ом. Как-нибудь попробую это. Вернемся снова к задней панели. Любителей пересидеть на встроенной графике ждет неприятный сюрприз. Здесь нет порта HDMI, только DisplayPort и DVI. Поэтому выхода два. Либо переходники, либо монитор с аналогичными выходами. По 2 USB 3.1 первой и второй ревизии, плюс 2 USB 2.0. Также есть возможность дополнительно подключить до 4 портов USB 3.1 и 2.0 на переднюю панель корпуса. Все порты SATA 6 гигабитные, их 5 и вполне хватает для обычного домашнего ПК. И да, в разъем M2 можно установить высокоскоростную SSD NVMe, но нужно побеспокоиться о дополнительном охлаждении. Хорошо, что разъем M2 сверху над видеокартой, так что весь горячий воздух от нее не будет нагревать SSD. Датчиками Easy Debug LED в 2018 году уже никого не удивить. Гигабитным сетевым контроллером Intel 219V тоже. Можно установить до 5 дополнительных вертушек в корпус благодаря разъемам, разбросанным по всей плате. Фаз питания процессора вполне хватает для работы даже i7-8700. И в нагрузке ничего не греется, не пищит и не вылетает. Питание происходит через 8-пиновый коннектор. Слоты оперативной памяти не армированы и расположены очень близко к сокету. Поэтому планка в первом черном слоте может уже упираться в невысокую воздушку. Имейте в виду при подборе комплектующих. Но если у вас два модуля, то сначала память нужно ставить в красные слоты. О технологии DDR4 Boost я уже рассказывал давно. Скажу, что мои плашки частотой 2133 МГц без проблем взяли 2666 МГц с XMP профилем. При том, что материнская плата не поддерживает разгон. Зато поддерживает Mystic Light, но светодиодов на ней недостаточно, чтобы осветить в ночное время всю комнату. Для кого-то это плюс, а вот любители RGB гирлянд уже плачут крокодильями слезами. В остальном же перед нами обычная материнка, которая отличается только новым чипсетом и поддержкой процессоров Coffee Lake. В ближайшее время я планирую взять 3 доступные материнские платы. Для тех, кто хочет переехать на новую платформу, но не знает, какую лучше взять. Ждите. А лучше подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Так вы точно будете в курсе всех новинок техники. Увидимся! Хорошо, что там материнки не было.